На этот раз, без каких-либо сомнений, у нас самый сложный, дорогой, мучительный и длительный проект за всю историю канала. Тысячи отверстий, сотни метров оптоволокна, сотня сенсорных датчиков. Все это растянулось на полгода и заставило дергаться глаз у половины команды. Но в итоге оно того стоило. Приятного просмотра. Эта история началась еще полгода назад. И забегая вперед, скажу, что это самый сложный, нервный и длительный проект за всю историю мастерской. Но несмотря на все сложности, оно того стоило. Первым делом мы определились с материалом. Тут мы решили немного выпендриться и сделать столешницу из цельного спила ясеня. В первую очередь при помощи фрезы калибруем столешницу. Делается это вот такой фрезой со сменными ножами. И скажу вам, что это очень удобная функция, всю прелесть которой понимаешь после встречи фрезы с гвоздем или осколком снаряда. Да, и такое у нас бывало. В итоге приходится заменить всего пару лезвий, которые стоят совсем недорого, чего нельзя сказать о стоимости фрезы. Ссылки на все инструменты, оснастку и материал, как всегда, есть в описании ролика. Тем временем, проход за проходом ЧПУ снимал по пару миллиметров, и в итоге мы имеем идеально ровный слэп, говоря по-русски, широкую необрезную доску, которую нам надо сделать обрезной, с ровными краями. Для этого отмечаем центр, берем пилу с протяжкой и за несколько проходов торцуем заготовку. Таким же способом была отпилена одна из боковых сторон. И уже отталкиваясь от одного ровного края, отрезаем другой, противоположный, но уже на пильнике. Да, мне тоже больно смотреть, как такой красивый естественный природный край отправляется в отходы, но концепт стола требует того. Затем была сделана опалубка, и все трещины мы слегка проливаем быстрой смолой под названием Art Eco от Экованны. Ее мы слегка подкрасили темным красителем. Это грунтовочный слой. После того, как он схватился, разводим состав для массивных заливок Art Massive, подкрашиваем его черным красителем и льем как из ведра, чтобы наверняка замонолитить всю столешницу. Спустя неделю смола высохла и можно разбирать опалубку, чем мы и заняты. Следующим этапом снова калибровка. Берем уже знакомую фрезу и за один проход снимаем пару миллиметров. Делается это для того, чтобы не вышлифовывать эпоксидку несколько часов. Итак, по задумке, столешница должна быть имитацией звездного неба. Тут мы отталкивались от реальной карты со всеми созвездиями. И выглядит эта карта вот так. С созвездиями все понятно. У них есть четкое расположение. А вот с количеством звезд, которые будут фоном, возник вопрос. Именно для этого мы и делаем пробник на бумаге. Дело в том, что глядя на картинку в мониторе, непонятно, достаточно ли 1000 отверстий для того, чтобы это выглядело достойно. Поэтому мы делаем точную копию звездного неба на бумаге. Смотрим и понимаем, что 1000 отверстий для такой столешницы совсем недостаточно. Затем делаем 1500 отверстий, снова собираем консилиум и приходим к мнению, что надо хотя бы 2000 фоновых мелких отверстий, помимо основных созвездий. Итак, с количеством звезд мы определились. Теперь осталось подготовить поверхность, на которую мы и перенесем звездное небо. Для этого переворачиваем заготовку и делаем выборку. В итоге нам надо получить столешницу из цельного спила, которая будет выглядеть массивно, но вся начинка будет спрятана внутри. Именно для этого мы оставляем бортик с 4 сторон. Также электронная начинка, а конкретно сенсорные датчики, имеют ограничения. То есть, если их крепить к 5-сантиметровой поверхности, они не будут работать, так как через такую толщину они не пробивают. А вот если убрать основной объем и оставить толщину в 1 см, они работают отлично, а бортик, который мы оставляем, придаст вид массивной цельной столешницы, какой она и была изначально. Но не все так гладко. Такая конструкция из цельного куска дерева не особо стабильная. Мы это понимали, но все же решили попробовать. В итоге, после выборки, столешницу хорошенько изогнуло, поэтому было принято решение прижать ее к ровной поверхности и зафиксировать все это дело эпоксидкой.
На следующий день смола высохла, и мы начали вырезать отверстия под датчики. В целом смола справилась со своей задачей, и столешница относительно выровнялась и вроде как держала форму. Но надо понимать, что смола заполнила объем, и толщина снова стала толще, чем нам надо. А это очень важно для грамотной работы датчиков. И тут мы допустили фатальную ошибку. Один из краев столешницы был плохо закреплен, и край отогнулся. В итоге несколько пазов для датчиков были прорезаны насквозь и безвозвратно испортили столешницу. В итоге спустя 2 недели работы с этой столешницей мы отказались от идеи делать ее из цельного спила, поскольку ее все равно немного крутило, вертело и деформировало. И после финальной калибровки выглядела она вот так. В итоге мы решили сделать простой, надежный и понятный щит, склеенный из дубовых ламелей. Их мы и подготавливаем. Сперва доски распускаем на делянки поменьше, попутно выкидывая сердцевину, поскольку это самая нестабильная часть. Также в мусор идут все бракованные делянки с сучками и трещинами. Следующим этапом при помощи торцовки напиливаем доски в нужный размер, также выкидывая промежутки с браком. Когда у нас уже есть идеальные заготовки, осталось выровнять плоскость. Первым этапом прогоняем их через фуговальный станок, проход за проходом, пока не получим идеальную плоскость. Делается это быстро и без особых усилий, благодаря валу Helical. Выглядит он вот так. Затем при помощи рейсмуса выравниваем ответную противоположную сторону. Также рейсмус позволяет вывести все доски в одинаковую толщину. И спустя 20 минут работы имеем вот такую красоту, которую осталось склеить. Тут все просто. Хороший клей и удобные струбцины. Также помимо основных струбцин мы зажимаем щит брусками с двух сторон, для того чтобы все делянки остались в одной плоскости. А равномерно выступивший клей говорит о том, что он был нанесен грамотно и в нужном количестве, что и является показателем хорошей склейки. Спустя пару часов клей высох и можно торцевать щит в размер. Для этого ставим подходящий диск и при помощи пилы с протяжкой придаем столешнице правильную форму и необходимый размер. Как вы помните, с количеством звезд мы уже определились. В итоге их будет даже не 2000, а 2500. Этим и занят ЧПУ. Большая часть отверстий делается сверлом 0,8 мм. И если честно, я в восторге от того, как станок с этим справляется. К слову, раньше я делал такие операции вручную, и расход сверел был в лучшем случае 2-3 штуки на сотню отверстий. И вот почему. А ЧПУ делает это практически без потерь. Конечно же, если сверла должного качества и нормально заточены. Тем временем станок сделал более 2000 отверстий. И можно менять это тонкое сверло на 2-миллиметровое, поскольку мы решили выделить основные созвездия именно такой разницей. То есть созвездия будут больше основного фона звезд в 2,5 раза. Немного позже вы все поймете и увидите наглядно. В итоге ЧПУ насверлила еще несколько сотен 2-миллиметровых отверстий, которые точно повторяют основные созвездия. Следующим этапом переворачиваем столешницу, фиксируем ее и снова делаем выборку. Попытка номер 2. Но на этот раз мы имеем дело с грамотно склеенным щитом, который не должен преподнести сюрпризов. В целом так и сложилось. Как вы видите, щит с выборкой ровный и стабильный, а это значит, что можно фрезеровать площадки под датчики. Это вы и видите на экране.
Для того, чтобы двигаться дальше, нам надо покрасить столешницу, но предварительно отпиливаем все лишнее. Щит был изначально сделан с запасом, для того, чтобы было удобнее крепить его на ЧПУ, но теперь осталось убрать следы этого удобства. В продольном направлении отпиливаем лишнее при помощи стационарного станка, а торцы удобнее убрать при помощи ручной пилы с протяжкой. Так мы и делаем. В итоге имеем щит с четким размером и бортиком по периметру. Теперь его можно смело красить. Первым слоем наносится морилка. Можно было, конечно, оставить и натуральный светлый цвет дерева, но в моем видении это должен быть темный цвет, на котором контрастно будут светиться звезды. Вторым слоем наносится лак, в нашем случае матовый лак. Обратная сторона также покрывается лаком, поскольку дерево – это живой материал. Оно дышит и очень восприимчиво к изменениям окружающей среды. Именно поэтому правильно будет одинаково обработать его со всех сторон и свести вероятность деформации к минимуму. Следующим этапом переходим к самому интересному – созданию звездного неба. Для этого я заказал 2 бухты оптоволокна. Итак, у нас есть 2 бухты оптоволокна и столешница с 2500 отверстий. Осталось лишь собрать этот пазл. Первым делом номеруем все площадки будущих датчиков. В итоге их будет 120 штук. Но начинаем с первой 30 игроков. Для того, чтобы все это систематизировать и потом как-то подключить, мы сделали вот такую панель и начали проводить оптоволокно через эти отверстия, а дальше они идут к соответствующей области датчика. То есть через отверстие номер 1 проводим штук 20-30 прутков оптоволокна и крепим вокруг площадки того же номера. В итоге не во все отверстия оптоволокно проходило, их пришлось слегка рассверливать. Целый день ушел на то, чтобы понять, что это совсем неудобно. И мы пришли к тому, что проще сперва провести все оптоволокно, а уже потом формировать пучки. Этим мы и занимались следующую неделю по сменам, поскольку такая монотонная работа может свести с ума. Но этот вариант и вправду оказался удобней. Во-первых, мы начали заводить оптоволокно с лицевой стороны столешницы, и на этой стороне отверстия видны намного лучше, поскольку она темная. Во-вторых, на этом этапе их не надо формировать в пучки, что тоже облегчает работу. Ну и так, час за часом, день за днем, попутно нарезая сотни полуметровых оптоволокнин. Тем временем, по другим направлениям работа не стояла на месте. Андрей занимался подготовкой электроники. Это сенсорные датчики. Для того, чтобы их усилить, мы припаиваем вот такие медные кольца. И так 120 раз. Тем временем неделя ушла на проводку оптоволокна толщиной 0,8 мм. И это значительно затянулось, потому что каждое второе отверстие приходилось рассверливать по новой. Конечно же, мы предварительно проверили, и после сверловки на ЧПУ все проходило отлично. Но мы не учли тот факт, что дерево – это живой материал, и такие тонкие отверстия легко меняют свой диаметр из-за влажности воздуха, нанесения морилки и лака. В итоге еще пару дней ушло на повторное рассверливание тех отверстий, в которые оптоволокно уже не проходило. После того, как фоновое тонкое оптоволокно проведено, приступаем к оптоволокну толщиной в 2 мм. Эти точки и будут создавать основные созвездия. В итоге все будущие звезды на своих местах. И с обратной стороны это выглядит вот так. Теперь нам надо разложить гирлянды из датчиков, попутно распутывая сотни пучков и продевая через них замкнутые кольца, что я вам скажу совсем непросто. Но и это не основная проблема. Дело в том, что все оптоволокно держится на честном слове, в свежерасверленных отверстиях. И в процессе работы десятки, а то и сотни прутков удалились из своих отверстий. И нам приходилось их вычислять и заново вставлять. Не самое приятное занятие. Особенно после того, как ты просовывал их на протяжении последней недели. А теперь все по новой. Но забегая вперед, скажу, что и это оказалось не основной сложностью. Итак, для того, чтобы датчики работали максимально корректно и эффективно, их надо расположить как можно ближе к лицевой части столешницы, но с обратной стороны, понятное дело. Для этого и были сделаны эти выборки. Кладем кольцо, прижимаем его к поверхности и прихватываем клеем. И так 120 раз, попутно теряя десятки прутков оптоволокна.
Для того, чтобы остановить облысение нашего стола, я решил взять Head & Shoulders для дерева, простонародье ПВА. Но и тут, если честно, я затупил и очень пожалел в дальнейшем. Но рассказываю все как есть. Этот способ я применял раньше, когда делал карту мира с подсветкой городов. Вот кадры того ролика. И отталкиваясь от успешного опыта, я решил и тут пользоваться ПВА. Но тут мы имеем немного другие вводные, а именно углубления под датчики, в которых слой ПВА оказался неприлично большой, и он бы высыхал на протяжении месяца. Да и к тому же ПВА сделан на водной основе, а датчики, которые мы залили, это электроника. А электроника и вода не лучшие друзья. Конечно, я изучил этот вопрос, и в теории после полного высыхания ПВА все должно работать. Но, как вы поняли, полного высыхания ждать придется очень долго. Поэтому оперативно сливаем клей, подсушиваем его остатки и думаем, чем же зафиксировать оптоволокно на своих местах. Да так, чтобы не ждать пару недель. Тут все не так просто. Вот, к примеру, как суперклей, да и многие другие составы взаимодействуют с оптоволокном. Также важна температура. Оптоволокно в этом плане очень хрупкий и ранимый материал. Именно поэтому в свое время я остановился на ПВА и использовал именно его. Но, говоря по правде, есть куча альтернатив. Но тут у меня был просто зашоренный взгляд. Это я уже понял спустя время, взглянув на картинку со стороны. В общем, мы решили использовать литьевой пластик. В целом он отлично дружит с оптоволокном. Главное не заливать его большим объемом, поскольку он сильно нагревается. А вы помните, что происходит с оптоволокном при нагреве. Но забегая вперед, скажу, что и это было ошибкой. Тут, наверное, многие подумали о эпоксидке. Да, как вариант можно было использовать смолу, но эпоксидка полимеризуется около суток, и за это время она точно бы вытекла через тысячи отверстий. С густой смолой свои сложности. В таком слое густая смола, скорее всего, бы нагрелась и могла расплавить оптоволокно. В общем, мы залили все пластиком. Через 15 минут он высох, и мы были очень довольны результатом, еще не догадываясь, как же мы ошиблись. Но с задачей надежно и без повреждений зафиксировать оптоволокно пластик справился отлично. И мы принялись собирать пучки. Делалось это вот по какому принципу. 20-30 прутков, которые располагаются вокруг датчика, и также по несколько штук немного дальше, у соседних площадок, фиксируются в один пучок, для того, чтобы слегка размазать градиентом это пятно. И в итоге после прикосновения это не должно выглядеть четкой круглой зоной. Немного позже вы поймете, о чем это я. Каждый такой пучок сматывается скотчем и помечается. В итоге нам надо получить 120 грамотно распределенных и немного взаимосвязанных между собой стогов. Спустя день работы мы имеем вот такую красоту. Теперь осталось дело за малым. Вернее, мы так думали. Для того, чтобы спокойно работать со столешницей, решили ее побрить и в дальнейшем свободно класть на стол и двигаться дальше. Как вы понимаете, на этот момент проект уже затянулся на пару месяцев. Конечно же, параллельно мы снимали и выкладывали другие работы. И если честно, долгое время было очень тяжело в моральном плане подходить к этой столешнице. Поэтому она и покрылась пылью. Следующим этапом берем жилет настоящего столяра и убираем киберщетину. Как вы видите, тонкое оптоволокно удалилось без проблем, а вот 2-миллиметровое пришлось откусывать щипцами. Спустя несколько часов работы мы имеем гладко выбритый, весь зацарапанный стол. Для того, чтобы все это функционировало как задумано, мы сообразили вот такой простенький и понятный конструктор. Это небольшой пробник. На одну планку будет наклеена адресная светодиодная лента, а на противоположной стороне фиксируем пучок оптоволокна. В дальнейшем сигнал от сенсорного датчика будет поступать на определенный светодиод, который соответствует конкретной площадке, а в радиусе этой площадки и расположены именно эти прутки оптоволокна.
которые собраны в пучок. Каждая такая пара располагается друг напротив друга, и по бокам закрывается дополнительной перегородкой, для того, чтобы не засвечивать соседнее оптоволокно. Как-то так. В итоге такая система неплохо себя зарекомендовала. В дальнейшем мы ее немного доработали, но принцип остался таким же. Следующим этапом мы начали подключать датчики и связывать все коммуникации между собой, но на экране вы видите совсем другое. Дело в том, что после тестового запуска датчики просто сошли с ума. Они срабатывали хаотично, постоянно фонили, в общем, не работали так, как должны. Мы начали изучать этот вопрос, и выяснилось, что пластик усиливает их чувствительность, а как вы видите, пластика тут много. Конечно, перед тем, как обрезать провода, мы перепробовали все варианты, но вариантов было не так много, без доступа к самим датчикам. А доступ, как вы помните, мы залили пластиком. Так вот, единственный способ уменьшить их чувствительность, так это изменить напряжение, которое подается на сенсоры. Мы пробовали весь диапазон, но ощутимого результата это не дало. Также пробовали питание от аккумулятора, но все так же безрезультатно. Поэтому мы решили устанавливать новые датчики. Собственно, для этого обкусываем старые провода. Следующим этапом нам надо спаять новые гирлянды из датчиков. Но и тут не все так просто. Паяем, кладем на пол, подключаем и тестируем. Все работает отлично. Укладываем их на стол, подключаем, и снова все фонит, хаотично срабатывая. Вот эти красные диоды и есть индикаторы срабатывания сенсоров. И как вы видите, творится полный хаос. Следующие 2 недели что мы только не пробовали. Понятно было только одно, что нам надо уменьшить чувствительность датчиков, но так, чтобы они все еще пробивали сантиметровую столешницу и четко работали. В итоге мы заменяли медные кольца на такие же, но из провода меньшего сечения, делали их диаметр меньше, экспериментировали с напряжением, запитывались от аккумулятора, а также все эти манипуляции в разной последовательности. Также стало понятно, что они фонят друг от друга. Как вы видите, вся гирлянда хаотично срабатывает, а кнопка, которая лежит немного дальше, отлично работает от прикосновения. Но если приклеить кольцо клеевым пистолетом, то сенсор опять начинает работать некорректно, даже если отнести его в сторону от гирлянды. В общем, это был какой-то ад на протяжении 2 недель, пока мы тестировали все возможные варианты. В итоге я попросил помочь нам с этим вопросом Гайвера. Думаю, вы в курсе, кто это такой. А если нет, то оставлю ссылку на его канал в описании. Он посоветовал нам установить на этих кнопках дополнительный конденсатор емкостью 10 пикофарад. Чтобы вы понимали, это вот такие микроскопические штучки. Для сравнения, мы рядом положили карандаш. Их пришлось впаять во все 120 кнопок. Это понизило чувствительность сенсоров и, о чудо, все заработало. Слава Гайверу и Лехиному терпению. На этом этапе стало понятно, что основные сложности решены и можно заняться подстольем. Мы откладывали эту работу до последнего, поскольку не было понятно, получится ли вообще реализовать задумку. В теории подстолье для столешницы, которая будет гореть синим пламенем, могло и не понадобиться, но понадобилось. Тут мы решили пойти немного дальше и сделать его не таким примитивным, как в нашем предыдущем сенсорном столе. Для этого мы склеили вот такие заготовки, прогнали их через фугас, затем отправились к Рейсмусу. После того, как мы имеем 3 идеальные бруска, торцуем их в размер и при помощи ленточки распускаем пополам. В итоге у нас получились эти элементы. Их мы снова фугуем, затем запиливаем под углом. Поперечную планку, которая правильно называется царгой, засверливаем крэговской приспособой, в простонародье под косой шуруп, после чего хорошенько вышлифовываем все детали. Вы часто спрашиваете, что это за штука, которая собирает пыль. Это такая система фильтрации от Powermatic. Следующим этапом притягиваем между собой уже склеенные ноги, и в итоге имеем вот такое подстолье, в которое все равно не спрячется и не поместится оптоволокно. Но такая задача у нас и не стояла, поскольку это прототип. В процессе работы мы поняли, как можно реализовать эту идею в 10 раз проще. Да еще и так, что столешница будет толщиной не больше 5 сантиметров, со всей начинкой. Но предварительно нам нужен прототип, для того, чтобы посмотреть на готовый результат и понять, стоит ли вообще оно того. Тут, наверное, у многих появится законный вопрос. Мол, я постоянно говорю про прототипы и что все это временно, а потом будет правильно и красиво. И мне есть что ответить.
заметить. Предыдущий наш проект сенсорного стола изначально выглядел вот так. Многие писали, что это ужас, а не работа. Полностью с вами согласен. Но это был прототип. И вот, пожалуйста, доработанная версия этого стола. Очень скоро про это выйдет ролик, версия 2.0. Ну а мы возвращаемся к работе. Для того, чтобы грамотно свести оптоволокно с соответствующими светодиодами, на лазерном станке вырезаем эти элементы. В начале ролика я показывал, как это будет работать, но в итоге мы немного доработали схему, и волокно мы будем заводить не пучками, а горизонтальными линиями. Так значительно проще. Именно поэтому на шаблоне можно заметить тонкие горизонтальные прорези, а не круглые отверстия. После того, как лазер закончил работу, можно собирать конструктор. На первую планку клеим адресную светодиодную ленту с максимально плотным расположением светодиодов. Тут 144 светодиода на метр, плотнее уже не бывает. В противоположную планку проводим оптоволокно. На столешнице звезды распределены неравномерно, точно так же, как и на небе. Соответственно, количество прутков в каждом пучке разное. Именно поэтому мы делали вот эти прорези с запасом по длине, для того, чтобы любой пучок наверняка поместился. Но оптоволокно должно быть зафиксировано более-менее ровно. Для этого вставляем распорки с двух сторон и хорошенько все фиксируем нейтральным герметиком. Ну и, конечно же, пальцуем по кругу. После того, как герметик высох, можно смело собирать урожай при помощи кусачков. Наконец, финальная сборка. Тут, кстати, мы отказались от перегородок, которые были в первой версии конструктора, так как светодиоды расположены очень близко к оптоволокну, и засвет соседних, не соответствующих датчику прутков будет минимальный, и это даже сыграет нам на руку, поскольку слегка размажет градиентом эффект. Понимаю, что пока ничего не понятно, но осталось совсем немного. А осталось только грамотно все прописать, чтобы каждая кнопка соответствовала правильной паре. Лично для меня это темный лес. У нас в команде этим занимается Леша, и он справился с этой задачей отлично. Если вы тоже так считаете, предлагаю запустить кампанию комментов с текстом «Леша молодец». Как вы помните, помимо основного фонового звездного неба, у нас есть созвездия, которые мы выделили толстым 2-мм волокном. Это значительно усложнило задачу, поскольку у меня в голову пришла идея сделать такой режим. Суть его в следующем. Вся столешница светится фоновыми звездами, а если вы прикоснетесь в нужном месте, то там загорится созвездие. Что-то вроде поиска созвездий. Не знаю, как Леша это прописал, но в итоге все сработало. Также напомню, что это не хаотично разбросанные точки, это точная карта созвездий, и знающий человек легко своим прикосновением найдет задуманное созвездие. Именно поэтому финальные пучки 2-мм оптоволокна собираются при помощи бумажки с картой звездного неба. Как я говорил, все это время столешница знатно царапалась, поэтому надо ее обновить. Для этого слегка шлифуем, попутно убирая сотни острых краев срезанного оптоволокна. В итоге лак сравняет поверхность, и забегая вперед, у нас получился эффект, который я себе изначально в идеале и представлял. Столешница выглядит обыкновенным деревянным массивом, и в ней даже нет намека на тысячи просверленных отверстий. Но после прикасания рукой в дереве загорается звездное небо. Итак, подводим итог. Сколько же на это ушло сил, времени и денег? Если честно, я не знаю. В определенный момент, когда стало понятно, что все это точно не окупится, я перестал считать. А такие проекты мы делаем исключительно для контента. Больше с них мы никак не зарабатываем. Мы бы с удовольствием занимались именно такими сложными проектами, но понятное дело, что это мега затратно. Именно поэтому 2 проекта по созданию умных столов сейчас стоят на паузе. И тут как никогда нам нужна ваша поддержка. И если ролик соберет хорошие просмотры, мы сможем позволить себе такие мегапроекты. Иначе придется их заморозить или похоронить. Так что все в ваших руках. Лучший способ помочь в продвижении ролика, так это поделиться им где угодно. Длинный коммент, лайк и подписка также очень важны. Ну и в финале пару слов о режимах. Под первым номером стандартный сенсорный режим. Звезды загораются там, где ты проводишь рукой. Второй режим — это поиск созвездий. Фоном горит звездное небо, а если провести рукой в нужном месте, загорается созвездие. Или несколько созвездий. Все зависит от того, насколько
насколько большая у вас ладонь. Также созвездия можно искать без фоновой звездной подсветки. И еще один вариант, когда все звездное небо вместе с созвездиями сияет само по себе. Конечно, цвет свечения может быть любым, так как все это работает на Arduino и адресной RGB ленте. Спасибо за просмотр и добра от топора.